Привет, друзья! Вы на канале Алекс Моторный. Сегодня на канале необычное видео. Вернее, оно обычное, но нестандартное, как для видео на канале, которые я публикую в последнее время. Сегодня речь пойдет о районе Салтовка в Харькове, и видео будет полностью состоять из фотографий района прошлых лет, в основном это 1980-е годы. Я думаю, такая ретро-подборка фотографий Салтовки вам понравится, и вы, возможно, что-то вспомните, увидите знакомые места или достопримечательности. Итак, устраивайтесь поудобней, начинаем. Салтовка, Пески, примерно 1982 или 1983 год. Кто помнит или знает, напишите в комментариях. Тогдашняя улица Героев Труда. Трамвайчик едет по недавно открытой линии Салтовки в гидропарк. Сосновый лес вдоль дороги еще густой, свежий и зеленый. На сайте Харьков Транспортный указан именно 1982 год. Трамвайный маршрут номер 26. 524 микрорайон. Магазин «Универсам» номер 3. 1980-е годы. Уникальное фото. Стройками на фасаде. Рассказывали, что когда его только построили, этот универсам, справа от входа был небольшой ров. И когда наступала зима и выпадал снег, там образовывалась горка для катания на санках. Еще одно фото 524 микрорайона и универсама номер 3. Приблизительно 1982 год. Перекресток проспектов 50-летия ВЛКСМ, ныне это юбилейный проспект, и тракторостроителей. Вторая половина 1980-х. Обратите внимание, слева на дальнем плане 24-этажка, а на переднем рельсы трамвая. 533-606 микрорайоны. Тогдашняя улица Героев Труда. Примерно тоже 1982 год. Перекресток проспектов 50-летия ВЛКСМ, сегодня юбилейный, и тракторостроителей. Универмаг Украина, 1986 год. Посмотрите на фото. Отсутствие рекламы, присутствуют деревья, нет всяких лишних торговых точек. Еще перекресток проспектов 50-летия ВЛКСМ, юбилейный, и тракторостроителей. 603, 604 и 605 микрорайоны. 1980-е годы. На этом фото хорошо видно автобусную остановку, в которую в июне 1988 года врезался панелевоз. И посмотрите, как просторно вокруг. Также Салтовка, 1980-е годы. Перекресток улиц Барабашова и Героев Труда. Сегодня это улица Нескореных. Еще район Пески на Салтовке, 1986 год. Где-то вдали виднеется строительство новых корпусов педагогического и фармацевтического институтов. На месте строительства ранее был частный сектор и садовые деревья. Проспект 50-летия ВЛКСМ, ныне юбилейный. Тоже 1980-е годы. Узнали место, да? Слева универмаг Украина, 603-605 микрорайоны. Еще ракурс перекрестка 50-летия ВЛКСМ и тракторостроителей. 1980-е годы. А это интересное такое фото, эскиз застройки центра Салтовки, 1964 год. Четко определенного официального центра вроде бы никогда и не было. Но условным центром в ранние времена существования Салтовки можно считать район пересечения крупнейших магистралей проспектов 50-летия ВЛКСМ и тракторостроителей.
Именно там тогда была наибольшая концентрация различных социально-бытовых объектов. И вид, общий силуэт этой части Салтовки уже несколько иной. Переносимся в 1990 год. Перекресток улиц Блюхера, сегодня Валентиновская, и Гарибальди. Узнали райончик? Бывший мавзолей на Салтовке. 1980-е годы. Улица гвардейцев-широнинцев. Ну и сам район во всей своей красоте. На этом фото конец грибного канала на Журавлевском водохранилище. Примерно 1982 год. Где-то в этом месте в свое время находилось кладбище хутора Рыженка, и, видимо, при проведении земляных работ во время создания канала в середине 1970-х часть могил была разрушена. Потом здесь построили многоэтажки. Знаменитая 24-этажка. Самый известный салтовский небоскреб 1980-е годы. Мало кто из харьковчан знает, что на первом этаже этого дома была комиссионка. Правда, товар не очень был в ней. А на этом фото ориентировочно Салтовка 1975-76 годов. Остановка автобусов на улице Блюхера, ныне Валентиновская. Еще нет домов на пустыре за пятиэтажками. Знаменитая Зимняя горка. Весь 608-й микрорайон тогда катался на этой горке. А это где-то 1979 год. Улица Академика Павлова. Здесь, очевидно, снято выходной день или раннее утро, так как обычно в те годы народу высыпало на остановке на посадку до метро предостаточно. Зимой это особо видно было на белом фоне. Толпу в темной одежде. На этом фото 533 и 606 микрорайоны. Улица Героев Труда, теперь Нескореных. Универмаг Московский. Так он тогда назывался. Внизу справа видна елка с Дедом Морозом. А Дед Мороз был непростой, он был механический. И время от времени кланялся, что вызывало большой восторг у малышей. Снято примерно между 1977 и 1985 годами. Вообще это был фурор, когда открыли единственный универмаг на Салтовке. На тот момент самый большой спальный район в Союзе. И все ринулись туда. И много чего интересного и хорошего он предлагал жителям города. Салтовка, 524 микрорайон. Кинотеатр «Познань». Ресторан «Околица», середина 1980-х. 1976 год. На фото мы видим строительство 522 микрорайона. Строительство осуществлялось на намывных грунтах. В основной своей массе это был песок. На цветном фото грибной канал, 1986 год. На фото район перекрестка проспекта Тракторостроителей и улицы Героев Труда. 533, 531, 606 и 607 микрорайоны. На этом фото вы видите пустырь перед домами. Сегодня здесь разместился Урбан-парк. На этом фото улица Блюхера. Сегодня Валентиновская. 520 и 608 микрорайоны. Конец 1970-х годов. А в 1971 году на этом месте еще было кукурузное поле. 522 микрорайон. Улица Героев Труда. Фото не ранее 1982 года. Впереди справа виднеется уничтоженный в наше время сосновый лес. На фото 608 микрорайон, он же 521. Школа номер 123.
Декабрь 1974 года. В то время возле школы было так пусто, а уже в 1986 году все вокруг было застроено. 608 микрорайон. Улица Академика Павлова. Район перекрестка с современной улицей Валентиновской, на момент съемки тогдашняя улица Блюхера, начиналась от улицы Академика Павлова. В правой части фото двухэтажное здание на территории скотобойни. Примерно сейчас здесь один из выходов станции метро Студенческая. На фото 1974 год. Автор фото Павел Берус. На этих следующих двух фото все та же Салтовка. 606 микрорайон. Дом номер 6А по улице Светлой. Февраль 1979 года. Улица Академика Павлова. 608 микрорайон. Вдали Большая Даниловка. 1974 год. Автор фото Павел Берус. На фото перекресток улиц Академика Павлова и Героев Труда. 1976 год. Вдали строительство 522 микрорайона. Район перекрестка улиц Героев Труда и Гвардейцев-Широнинцев. Вторая половина 1970-х годов. На фото первые 16-этажки Харькова. Еще одно довольно известное фото перекрестка улиц Героев Труда и Гвардейцев-Широнинцев. Фото из набора открыток 1978 года. 608 микрорайон. Улица Героев Труда. Год примерно 1975-1976. Уже есть универсам номер 3, ресторан «Околица». Вскоре начнется строительство круглого рынка. Вдали видны парники опытного хозяйства Кутузовка. А на этом фото 606 микрорайон. Дом номер 130 по проспекту Тракторостроителей с магазином «Гастроном» номер 11 и магазин бытовой техники «Юбилейный». Фото были сделаны в марте 1983 года. Следующие три фото района перекрестка улиц Гвардейцев-Широнинцев и Героев Труда. 1978 год. Следующие 5 фото – Журавлевское водохранилище. Серия фотографий со страницы Сергея Кочетова, датированные 1984 годом. «524 микрорайон. Вблизи кинотеатра Познань». На сайте Харьков-форум, откуда было взято фото, автором был указан Борис Редько. Точная дата не была указана, но год съемки примерно можно определить по репертуару на афише. «608 микрорайон. Вблизи магазина Кутузовский. Не ранее 1986 года». Хотя многие харьковчане рассказывают, что 608-го никогда микрорайона в Харькове не существовало, а был 521. Но, насколько я слышал, многие харьковчане называли и 608 и 521 одним и тем же микрорайоном. И еще говорили о том, что верхняя часть микрорайона 608, а нижняя 521. Но я не думаю, что это играет какую-то принципиальную роль.
И 608 и 521 микрорайон имеет место быть. На этом фото 606 микрорайон. Дом быта, продуктовый магазин, овощной магазин и детская поликлиника номер 13. Конец 1970-х годов. На фото примерно 1969-1970 года. Строительство 606 микрорайона. На снимке дома номер 68А, 68Б, 68Д по улице Героев Труда по старой строительной нумерации, просуществовавшей до 1974 года. Сегодня это дома номер 57, 58 и 46 соответственно. На этом фото 1971 год. Строительство 605 микрорайона. Фото сделано с 8 этажа дома номер 120 по проспекту Тракторостроителей, в котором в свое время был расположен магазин «Кулинария» и бар, известный по неофициальным названиям «Конюшня». Автор фото Александр Ганополь. На этом фото 602 микрорайон, 1970 год. Вот такая она салтовка тех лет, преимущественно 80-х. Если вам понравилась такая подборка ретро Харькова, напишите в комментариях. Может, другой какой район Харькова тех лет вы хотели бы увидеть, также напишите. И подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание, с вами был Алекс Моторный, до новых встреч.